На Окинаве самое большое количество долгожителей, прошедших 100-летний рубеж. Даже по меркам Японии это впечатляет. Но самое главное в этом – островитяне не болеют старческим слабоумием, диабетом, а процент других заболеваний у них самый низкий. Итак, есть ли секрет долголетия окинавских японцев и можно ли использовать его в своей жизни? Давайте разбираться. Прежде всего проясню, что мы будем рассматривать привычки окинавцев, которые живут за пределами больших городов и до сих пор придерживаются традиционной диеты. Особенности образа жизни. Каждая семья имеет свой огородик, где они выращивают овощи и фрукты. Причем теплый климат позволяет это делать круглогодично. Поэтому здесь не употребляют ни консервы, ни маринады с оленями. Всегда чистый воздух с моря, разнообразная рыба и морепродукты, мясо с местных ферм. Кстати, окинавцы практически не употребляют импортных пищевых продуктов. До глубокой старости жители Окинавы занимаются физической деятельностью, обрабатывая землю и добывая разнообразные дары моря. Особенности питания. Принято считать, что главное место в питании японцев занимают морепродукты и рыба. Если говорить об окинавцах, это не так. Один из докторов, тщательно изучавших их питание, опубликовал интересные данные. В рационе традиционных островитян рыба и морепродукты всего 1%. Рыбу они едят 3 раза в неделю, а водоросли каждый день. Особенно ценится морской виноград. Мясо в рационе 1%. Яйца и молочные продукты также 1%. Кстати, вместо мяса и молочки жители Окинавы предпочитают соевый белок, тофу и бобы. Далее, рис в рационе 1%. Остальные 96% – растительная пища, из которой 90% – это цельные продукты. Эксперты говорят, что это идеальная противовоспалительная диета с высоким содержанием антиоксидантов. Интересно, что от 40 до 60% всей растительной пищи традиционного питания окинавцев составляет батат, чаще всего фиолетовый и оранжевый. Никто в мире не ест так много батата, как на этом острове. Кстати, не путать с картофелем. Батат содержит много бета-каротина, витамины А, С, кальций, фосфор, железо и обеспечивает хорошую антиоксидантную защиту организма. Недавно батат был внесен в список антидиабетических продуктов, благодаря его способности стабилизировать уровень глюкозы в крови и снижать инсулиновую устойчивость. Ранее мы выпускали видео о полезных свойствах батата. Обязательно посмотрите. Ссылка в первом комментарии под видео. Батат у них жарят, варят, запекают, из него готовят различные сладости и даже мороженое. В целом, суточная калорийность пищи на Окинаве ниже европейской почти на 40% и на 20% меньше, чем в других префектурах Японии. Причем ее питательность намного выше. Меню окинавцев невероятно разнообразно. Они регулярно употребляют в пищу более 200 различных продуктов. К примеру, обычный рацион европейского человека составляет около 45 видов продуктов в неделю, а рацион японцев составляет примерно 100 видов продуктов в неделю. Свою кухню местные жители называют мешанина. Действительно, блюда состоят из разнообразных ингредиентов, далеких от раздельного питания. При этом они используют мало приправ, практически не жарят, многие продукты едят в сыром виде. Несмотря на разнообразие блюд, они подаются в очень маленьком объеме. Особо стоит выделить перец, хрен, куркума, имбирь у них в рационе в существенных количествах. Трапеза для них – это целый ритуал, достаточно длительный по времени, с обязательным употреблением супов. Для большинства супов все ингредиенты и бульон варятся отдельно друг от друга и соединяются только перед подачей на стол. Примечательно, что супы японцы едят палочками, вылавливая сначала кусочки овощей и мяса, затем выпивают бульон прямо из чашки. Супы на бульонной основе подаются в начале каждого приема пищи, что, как было отображено в исследованиях, помогает сократить общее количество потребляемых во время еды калорий и усилить чувство насыщения. Даже палочки, они считают, придуманы для того, чтобы иметь возможность есть медленно. Долгожители Окинавы придерживаются правила «ешь, пока ты не заполнишь желудок на 80%, а затем остановись».
Они перестают есть еще до того, как почувствуют сытость. Важно и то, что традиционно они едят только 3 раза в день. Привычные обществу перекусы для них неприемлемы, даже в какой-то степени считаются дурным признаком. Еще островитяне едят очень много ферментированных продуктов. Тофу, изготавливаемый на острове, отличается от традиционного большой плотностью. Его здесь едят очень часто. Фактически он входит в любой прием пищи. Самым популярным напитком на острове является жасминовый чай. Он, по мнению ученых, обеспечивает дополнительную порцию антиоксидантов. При этом на Окинаве они также пьют много разных напитков, в том числе на основе куркумы. Особенности социальной интеграции. Жители Окинавы с раннего возраста создают группы социальной поддержки, которые называются моаи. Одна из групп, которые изучали ученые, встречалась ежедневно на протяжении 97 лет. Если один не появлялся, остальные 4 искали его в деревне, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Когда соседу нужно помочь в огороде или починить крышу, к нему придет полдеревни, потому что, как у них говорят, много рук делают работу легкой. Кроме крепкой дружбы, островитяне ценят свои семьи и религиозные общины. В общем, к какому выводу пришли ученые? Никакой генетической предрасположенности к долгожительству у жителей Окинавы ученым выявить не удалось. Переселившись в другие страны и изменив рацион, окинавцы начинают страдать от тех же заболеваний, что и местные. По этой причине исследователи заключили, что местный климат, образ жизни, вода и еда позволяют им жить дольше и быть здоровее своих соотечественников. А что вы думаете о традициях питания и образе жизни долгожителей из Окинавы? Не стесняйтесь оставить комментарий. Если видео было полезным, поделитесь ссылкой с друзьями и спасибо за лайк. Ссылки на видео о долгожителях Сардинии и Хунзы вы найдете в плейлистах или первом комментарии под этим видео.